Представляем продукцию боснийского завода «Лафат» в Украине. Начнем с самого интересного агрегата. Это пеллетный камин, да? Совершенно верно. Данный представленный пеллетный камин, то бишь здесь способ отопления идет конвекционная воздушная конвекция. Модельный ряд производителем представлены с мощностями 8, 10 и 12 киловатт. Есть точно такой же принцип камина пеллетного, но с водяным контуром. Здесь пока не представлены, но для того, чтобы мы прекрасно знали, с мощностью 15, 20 и 25 киловатт. То есть там идет обычный камин, пеллета также само подается. Отдельно хочу сказать, но это уже полноценный котел с водяным контуром. Преимущество пеллетных каминов данной серии, что с обычной воздушной конвекцией, что с водяным контуром. Здесь свободно падающая пеллета подается в чашу, и то есть здесь, так сказать, факельная горелка установлена. Сколько киловатт конкретно вот этот камин и сколько времени на одной загрузке он дает тепло? Данная модель 8 киловатт. 8 киловатт. Производитель говорит от 8 часов до суток. Все зависит от того, как дом утеплен и, соответственно, и какая температура необходима в помещении. Он автоматически поддерживает температуру. Значит, одна загрузка сколько литров? Одна загрузка 10 килограмм. 10 килограмм, ну, условно там 10 литров плюс. И на сколько часов горения? Минимум 8, максимум сутки. Ну, понятно, от температуры за бортом. А сейчас можно вот передний люк открыть, ну, для какой-то ревизии, например? Это... Можно, но будет, учитывая, что здесь идет на разряжение, то будет затухать немножко. Ну ничего можно. страшного, Да. такое дело. Я просто хочу показать, как подается пеллета. Я, правда, ее не вижу. Вон она потихоньку падает, видите? Ага, я понял. Свободно падающая пеллета. То есть здесь горелка ретортная и сверху... Там стоит Сейчас я покажу на другом экспонате. Это горелка именно факельная. Это факельная горелка, а подается пеллета сверху, так я понимаю? Свободно падающая. Вот здесь Свободно падающая. Да. Ретортная горелка, она же не запускает. Ну, мне не очень видно. Хорошо. Дальше. Про камины я маленькую презентацию рассказал, да? Нет, еще вопрос у меня. Сколько диаметр дымохода? Вот дымоход стоит. Какой Данный диаметр? дымоход 80 миллиметров. 80 миллиметров. И его можно выпускать в стену. Да, забор воздуха можно осуществлять либо с помещения, либо устанавливая еще один дымоход, брать воздух с улицы. А воздух подается вот на меня, В данный сухой момент- воздух. Да. Понятно. Следующий какой? Следующий пеллетные камины, как я сказал, с водяным контуром. Единственное, что на